Ни к одному протесту в мире не предъявляют таких дурацких, нелепых претензий по формату. Хотите стрелять ракетами по соседям? У вас и тут найдутся защитники и последователи. Хотите захватывать страны, называя студентами? Пожалуйста, мы даже с вами будем вести переговоры. Но белорусам нельзя. Только в Беларуси уже год идут жаркие споры, можно или нет ударить насильника и убийцу ногой в пах. И не будет ли ему при этом больно. Ешки-матрешки. Зачем мне свобода? Я замужем. Белорусскую революцию не зря называют женской. Но она женская не потому, что на улицах видно много женщин. Ведь, конечно, там участвовали и мужчины, и женщины. Да и количество политзаключенных мужчин намного больше, чем количество политзаключенных женщин. А это подводит нас к мысли, кто были самыми активными участниками Белорусской революции 2020. Но наша революция женская. Потому что она показала, практически вывернула наизнанку и продемонстрировала все те гендерные стереотипы, которые только есть в нашем обществе, рассказывающие не только о женщинах вообще, но и о том, какими методами борется белорусский диктатор с нашим протестом. А борется он типичными методами домашнего тирана и абьюзера. И об этом придется говорить, если мы хотим понять, что происходит. И каковы же они, особенности женского протеста в Беларуси, и почему нам всем так важно бороться с гендерными стереотипами, если мы хотим победить. Знаете, есть такой очень известный бородатый анекдот. Жила-была девочка. Сама виновата. Вы заметили, как много развелось всяких спикеров, которые пытаются свалить вину на белорусский народ за то, что революция 2020 не выиграла? Уже и народ плохой, и не так протестовал, как надо было, и зря слушали лидеров, и не тех лидеров слушали. Это очень типично, если мы говорим про отношения и к белорусским женщинам. Ушел муж – ты виновата. Пьет муж – ты виновата. Не было мужа вообще – ты виновата. Нет детей – ты виновата. Много детей – ты тоже виновата. О чем ты только думала? Короче, ты виновата во всем, что с тобой происходит. Ну и не с тобой тоже. Тоже виновата. Смелые люди, но всего боятся. Белорусский народ не виноват в репрессиях. В репрессиях виноват только тот, кто репрессирует. А это Лукашенко. Гоните в шею всех, кто говорит другое, и не позволяйте вешать на себя ложное чувство вины. Белорусский народ все сделал правильно и еще сделает. Белорусский народ делал все, что ему говорили, чтобы победить. Белорусский народ заплатил страшную кровавую цену за свое участие. Минимум 40 тысяч человек были под пытками и прошли через административки. Сейчас заведено около 7 тысяч политически мотивированных уголовных дел. До сих пор неизвестно количество убитых и изнасилованных. Около 200 тысяч белорусов были вынуждены бежать из страны. Увольнение, запугивание, угроза изъятия детей, обыски. Цена борьбы белорусского народа за свободу велика. Не давайте никому, не разрешайте никому обесценивать эти жертвы. Пресекайте такие разговоры решительно и однозначно. Белорусский народ делал все, что ему советовали. Результат революции 2020 – это не вина белорусского народа. Это вина и ответственность политических лидеров за тот результат, который мы все вместе получили. Попытки переложить вину на белорусский народ за провал революции – это типичные политические манипуляции и попытки политических лидеров уйти от разговора про свою ответственность. Политические лидеры несут ответственность за стратегию и за результат этой стратегии. Народ несет ответственность за то, поддержал ли он эту стратегию или нет. С августа 2020 года белорусский народ честно поддерживал все инициативы Светланы Тихановской, все ее стратегии и идеи. Люди активно участвовали, где могли и как могли. Протест был такой невиданной силы, какого не было никогда в истории Беларуси. Небывалое количество волонтеров, огромное количество активистов, шокирующее количество протестующих. И это было невероятно. Это нельзя забывать. Не давайте обесценивать себя и свою работу.
Не разрешайте обесценивать все эти жертвы, что понес белорусский народ. Давайте уважать себя и давайте похвалим белорусский народ за все, что было. Спасибо вам, люди, за всю вашу работу, за настойчивость и за решительность. И за то, что не отступаете до сих пор. И еще. Обратите внимание и на то, что из внешнего мира постоянно звучат какие-то нелепые претензии к формату протеста, который мы выбираем. Например, от белорусской революции требуют, чтобы она была красивой. Вдумайтесь, мало того, что мы должны отбиваться от насильников и убийц в черных балаклавах, мы еще почему-то должны следить за тем, что у нас не размазалась помада и осталась красивая прическа. И вот здесь мы подходим к типичному, стереотипному отношению к женщинам и к агрессорам в отношении их. В своей книге «Серийные жертвы», которая вышла в 2008 году, криминалист Ян Джордан описывает исследование, осуществленное на базе 274 отчетов американской полиции, когда вдруг было обнаружено, что большинство изнасилованных женщин, а именно 56%, пыталась просить пощады, уговаривать насильника. Остальные же, как они потом рассказывали, просто окаменели от ужаса. И только 22% женщин сопротивлялись, кричали, били насильника и вообще отбивались как могли. И это не значит, что эти 56% женщин хотели быть изнасилованными или врали про изнасилование. Очень часто женщина боится сопротивляться, потому что в ее голову прочно вбито. А что о ней подумают другие? А как я буду выглядеть, если я ударю его ногой в пах? Ему же будет больно. А не буду ли я уродливой и некрасивой, если я буду отбиваться от него более решительно? Воспитание влияет на наше поведение в столкновении с агрессором и насильником. Ни к одному протесту в мире не предъявляют таких дурацких, нелепых претензий по формату. Хотите стрелять ракетами по соседям? У вас и тут найдутся защитники и последователи. Хотите захватывать страны, называя студентами? Пожалуйста, мы даже с вами будем вести переговоры. Но белорусам нельзя. Только в Беларуси уже год идут жаркие споры. Можно или нет ударить насильника и убийцу ногой в пах? И не будет ли ему при этом больно? Но после всего, что творит Лукашенко и его каратели, ни у одного человека в мире не повернется язык сказать, что у белорусских женщин нет права на самозащиту. Есть, конечно, такое право есть. Но наша проблема, что мы должны себе разрешить быть плохими девочками и должны себе разрешить защищаться в ситуации, когда нас убивают. Можно хотеть остаться хорошей девочкой, но жестокая правда жизни такова, что именно хорошие девочки часто попадают в беду и плохие истории, потому что не могут защитить себя и не умеют отстаивать свои права. А это нужно менять. И мы с вами это точно будем менять. Вспомните, это нам намекают даже через сказки. Все изменения к лучшему в жизни Золушки стали происходить тогда, когда она решила прекратить быть хорошей и послушной девочкой. Кроме этого, необходимо прекратить вестись на манипуляции о том, что жертва репрессий сама виновата, что ее репрессировали. Это опять же знакомо любой женщине. Общество сразу предъявляет кучу претензий к личности жертвы изнасилования. Не так была одета, не там ходила, не с теми встречалась, не за того шла замуж, сама провоцировала насильника и так далее, и так далее. Лукашенко с карателями использует наработанные общественные ожидания. Он ведет себя точно так же и сразу же обвиняет жертв репрессий. Не ходите на протесты, вас не убьют. Не идите наблюдать на выборах, вас не уволят. Не ставьте подпись за альтернативного кандидата, не заберет детей в детский дом. Не рисуйте на стене мотивирующие лозунги, вам не отключат воду. Но правда жизни заключается в том, что вы не виноваты во всех этих обысках, арестах, избиениях, унижениях и так далее. Над вами издеваются каратели не потому, что вы что-то там совершили, или ходили на протесты, или участвовали в выборах. Вас репрессировали, потому что Лукашенко хотел вас репрессировать. И он придумает другой повод, если вы не дадите ему этот. Людей убивали и насиловали силовики потому, что именно силовикам хотелось убивать и насиловать.
Вы не несете никакой ответственности и абсолютно не виноваты в том, что с вами делали каратели. Это был их личный выбор. И это их личная ответственность. Но для них это очень удобно. Вину переложить на вас, потому что, конечно, они не хотят нести ответственности в первую очередь, ответственности согласно Уголовному кодексу. А если вам внушить ложное чувство вины, то вы будете молчать. Молчать, что в отношении вас совершено особо тяжкое уголовное преступление. Все преступники прекрасно знают, что прекрасно можно избежать наказания, если жертва преступления молчит. И, конечно, преступники стараются этим пользоваться. Давайте не поддаваться на эти манипуляции агрессоров. И давайте всегда быть на стороне жертвы репрессий, а не поощрять убийц и насильников. Еще одна манипуляция – это сочувствие только идеальной жертве. Откуда выходит и требование общества быть той самой идеальной жертвой. Комсомолк! Спортсменка! Наконец она просто красавица! Это как с изнасилованием. Шла одна через темный парк, значит, сама виновата. Была в короткой юбке, значит, сама виновата. Был алкоголь в крови, сама виновата. Общество не сочувствует жертвам насилия и изнасилований, если они не идеальные. С протестами получилось примерно то же самое. Почему власти возбудили около 7 тысяч политических дел, а политических заключенных в Беларуси официально только около 700? Как только есть какой-то нюанс у жертвы репрессий, ее свои же белорусские правозащитники не признают политзаключенным. И этим лишают человека общественного внимания, солидарности, поддержки. И вы же понимаете, что международная реакция на 700 политзаключенных или на 7 тысяч политзаключенных будет совершенно разной. Лукашенко прекрасно знает эту специфику, а значит манипулирует ею, чтобы показать, что репрессий нет. Например, уголовные дела возбуждаются якобы за насилие над сотрудником милиции, или якобы за терроризм, или якобы за экономические преступления. Хотя на самом деле, конечно, все эти люди невиновны. И, конечно, сидят они за политику. За этим же происходит и лишение лицензии адвокатов, и подписки о неразглашении для адвокатов и родственников, и затрудненный доступ к материалам уголовных дел. Все это придумано Лукашенко и его карателями для того, чтобы обвинить жертву, что она не идеальна, чтобы посеять сомнения, чтобы сказать: а вдруг там что-то было? Дыма без огня, как говорится. А вот я прекрасно помню тот день, когда я была задержана по подозрению в теракте, и меня избивали во Фрунзенском РОВД. Меня нужно было срочно спасать через давление общества, через распространение информации, через международное сообщество. И знаете, что в этот день, что в этот момент писали друг другу некоторые мои коллеги-правозащитники? Подождите, давайте не будем шуметь, следствие разберется, а вдруг Ольга в чем-то там виновата. Ешки-матрешки. Друг Гедукевича меня лупил и со стервенением рассказывал, как он будет меня насиловать в разные места. А в этот момент правозащитники обсуждали, что они знают какое-то следствие, оно будет разбираться. Подчеркиваю, я знаю фамилии. Это говорили не бабушки на лавочке, а правозащитники, которые прекрасно знают из многочисленных примеров, как на самом деле в Беларуси разбирается следствие. И я им это «подождите, пока разберется следствие» тоже не хочу прощать. Если бы не ряд моих друзей и организаций, которые верили в нашу невиновность и которые шумели как могли, и шумели громко, то следствие, конечно, бы разобралось. Меня бы уже не было в живых. Я бы так и умерла в тюрьме под пытками. Все это неправильно и несправедливо. Зачем облегчать работу Лукашенко? И зачем вообще за него делать его работу? Его задача доказать, что в Беларуси нет политических репрессий. Наша задача показать правду, что они есть, и сегодня в Беларуси идет политический террор. Наша задача показать, что нет никаких независимых судов, никакого независимого следствия, а есть огромная репрессивная машина, которая гребет всех. Почему же среди нас есть люди, кто помогает Лукашенко в его задаче, а не помогает белорусскому народу? Может быть, пришло время пересмотреть критерии признания жертв репрессий и лукашенковского террора политзаключенными. И вы терпите?
Мы привыкли. К дракону можно привыкнуть? Можно. И, наконец, еще одна часть женского протеста, а точнее его последствий. Как от уголовного преследования бежит мужчина и как бежит женщина. Поскольку общество считает, что семья и погода в доме – это исключительно ответственность женщины, то общество возлагает на женщин ответственность за всех ее домочадцев. И теперь это выглядит на практике так. Если от репрессий убегает мужчина, то за редким исключением он бежит один, схватив паспорт и деньги. Если же от репрессий бежит женщина, то ей приходится бежать целым караваном. С детьми, с животными, с родителями и еще кем-то. Кому в этой ситуации проще? Ну, кто так придумал? Получается такая своеобразная политическая репка. Спасаешь из политического регрессивного болота женщину, а вместе с ней тянутся детка, бабка, внучка, собачка, жучка, котик и мышка-нарушка. Хорошо, если нарушка, а не нарушка, потому что трудно удержать в секрете такой вот караван, а спасать нужно всех, потому что иначе женщина не побежит никуда и предпочтет тюрьму. Если мы хотим победить, а мы точно хотим, то мы должны убирать усатых тараканов из своей головы и в первую очередь бороться с такими подходами и гендерными стереотипами, потому что это влияет и на стратегии, и в итоге на развитие всей политической ситуации. Не нужно подыгрывать белорусскому режиму, не нужно ему облегчать работу, не нужно обесценивать нашу работу и наши усилия только потому, что кто-то другой это пытается делать. Не помогайте диктатору, он враг. Нам, в принципе, достаточно просто быть на стороне жертвы репрессий, а не агрессора. И вот посмотрите, ситуация будет быстро и очень сильно меняться. В конце концов, послушные добрые девочки никогда не делают историю, но, к сожалению, в истории попадают. Попадают именно потому, что стеснялись сказать «нет» и были слишком вежливые. Пришло время стать очень невежливыми к насильникам и тиранам. Живи Беларусь! Если будешь скучным, то я все равно на ней женюсь, но уже как на сироте. Когда вы ставите лайки под этим видео и пишите свои комментарии не менее 7 слов, вы рекомендуете это видео для просмотра другим зрителям. Спасибо вам за это.